Друзья, всем привет! С вами снова я, Сергей Чернов, дипломированный врач, мастер йоги, помогаю людям избавляться от боли. В этом видео мы детально разберем еще одну возможную причину боли в области макушки головы, затылка и глазницы, а также у основания шеи, которая может возникать из ременных мышц головы и шеи, пораженных триггерными точками. А также познакомимся с эффективными методами устранения этой миофасциальной боли. Начинаем, как обычно, с анатомии и функции. Ременная мышца головы внизу прикрепляется костистым отростком нижних шейных и с 1 по 4 грудных позвонков. Вверху она крепится к сосцевидному отростку височной кости, к затылочной кости и прикрыта верхней частью трапециевидной мышцы. Ременная мышца шеи располагается ниже и проходит по наружной стороне от ременной мышцы головы. Внизу ременная мышца шеи прикрепляется костистым отростком от 3 до 6 грудных позвонков, а вверху к задним бугоркам поперечных отростков 3 верхних шейных позвонков. В этих же местах прикрепляется также мышца, поднимающая лопатку, и средняя лестничная мышца. Ременная мышца шеи лежит под верхней задней зубчатой мышцей, затем прикрывается ромбовидными мышцами и трапециевидной мышцей. Во время двухстороннего сокращения ременная мышца головы разгибает голову и шею. При одностороннем сокращении ременная мышца головы поворачивает голову и шею в сторону, приподнимая подбородок. Как и ременная мышца головы, при двустороннем сокращении ременная мышца шеи разгибает голову и шею. Одностороннее сокращение мышцы приводит к повороту головы с небольшим боковым наклоном в шейном отделе позвоночника. Ременная мышца головы является одной из многих мышц шеи наряду с жевательными мышцами, которые обуславливают головную боль. Триггерная точка, локализованная в ременной мышце головы, обычно отражает боль в теменную область. Ременная мышца шеи имеет два характерных места расположения триггерных точек. Миофасциальная триггерная точка, находящаяся у верхнего конца, обычно отражает боль внутрь головы, сосредотачиваясь на задней поверхности глазницы на пораженной стороне, уходя в область затылка на этой же стороне. Миофасциальная триггерная точка, находящаяся в нижней части ременной мышцы шеи, отражает боль вверх и в основании шеи. Следует отметить, что триггерные точки верхней части ременной мышцы шеи также помимо боли могут вызывать онемение в области затылка и снижение чувствительности, а также скованность шеи и могут провоцировать нарушение остроты зрения на пораженной стороне. Ограничения поворота шеи могут значительно усиливаться, если мышца, поднимающая лопатку, также будет поражена триггерными точками. Поэтому при такой тукоподвижности необходимо устранить триггерные точки, в том числе в мышце, поднимающей лопатку. Активация триггерных точек в ременной мышце головы и шеи может наблюдаться в ряде случаев. Длительная перегрузка мышц во время работы за столом, при которой голова повернута в одну сторону, а взгляд направлен на экран монитора, поза с избыточным разгибанием шеи во время просмотра фильма, игра на ряде музыкальных инструментов, например, на флейте, могут провоцировать активацию триггеров. Пребывание на сквозняке после интенсивной физической нагрузки на мышцы шеи также увеличит вероятность активации триггерных точек. Ременные мышцы головы и шеи очень чувствительны к травме, поэтому разнообразные дорожно-транспортные происшествия, при которых происходит резкая остановка или удар сзади, особенно если в этот момент голова была повернута, с большой долей вероятности приведут к повреждению этих мышц. Один из специалистов диагностики миофасциальных триггерных точек, Бейкер, изучил 34 мышцы на наличие триггеров у каждого из 100 водителей и пассажиров, которые участвовали в такого рода дорожно-транспортных происшествиях. Согласно данному исследованию, ременная мышца головы занимает второе место по частоте заболевания шеи. В 94% случаев при ударах спереди, в 70% при ударах сзади, в 75% случаев при ударе со стороны у пассажира и в 69% случаев у лиц, находящихся на заднем сидении со стороны водителя. Стрессы в виде физической активности, например, во время перетягивания каната, а также при переноске тяжести, также могут вызывать активацию триггерных точек, особенно если сопровождаются поворотом головы и шеи и вытягиванием ее вперед.
Самостоятельно устранить триггерные точки в ременных мышцах головы и шеи можно путем сильного механического воздействия на область триггерной точки с последующим вытяжением пораженной мышцы. Оказать такое воздействие в домашних условиях можно при помощи различных инструментов, например, используя двойной массажный мяч у стены или на полу, а также во время занятий на тренажерах, массажерах, которые прорабатывают паравертебральные зоны, например, DriveMass или MAST. Также можно использовать маленький массажный мяч и работать с ним возле стены в течение как минимум нескольких минут. Эффект от такой работы буквально на 4-й день вы можете посмотреть в моем инстаграме в актуальном сторис с Пашей, где мы использовали массажер MAST при грыже в 16 мм. Для более выраженного результата после механического воздействия осуществите вытяжение ременных мышц, произведя сначала вытяжение шейного отдела позвоночника, а затем полный наклон головы вперед, а также наклон головы вперед с вращением и боковым наклоном в сторону, противоположную от пораженной мышцы. Зафиксируйте конечное положение от 1 до 3 минут и затем повторите упражнение в другую сторону. После этого сделайте в очень мягком ритме и крайне осторожно полное сгибание головы, разгибание и повороты в сторону по 3 раза. Упражнения йоги, которыми можно вытянуть ременные мышцы головы и шеи, это халасана, сарвангасана и ряд других. Берегите мышцы шеи от воздействия холода и перегрузок, а также следите за правильностью своей осанки во время сидения и ходьбы. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Все другие опубликованные видео по теме миофасциального болевого синдрома и триггерных точек находятся в этом плейлисте. Желаю вам крепкого самочувствия. До новых встреч. Пока.